Приветствую вас на канале История, Геральдика и Вексилология. Сегодня свой обзор я посвящаю гербу Малича. Малич – городок в Березовском районе Брестской области Беларуси. Административный центр Маличского сельсовета. Первое упоминание относится к 1427 году. Герб Малича является официальным символом. Современный герб был зарегистрирован в гербовом матрикуле Республики Беларусь 24 сентября 1998 года. Герб представляет собой барочный щит, в серебряном поле которого поясное изображение святого апостола Петра в красно-голубых одеждах, с золотым и серебряным ключами, за которым справа зеленая пальма, слева петух черного цвета. Современный Малич имеет статус агрогородка, центра сельсовета Березовского района. В 17 веке этот населенный пункт был местечком в Брестском повете Великого княжества Литовского. Привилегия на магдебургское право Маличу первоначально была пожалована королем Владиславом IV в 1645 году и подтверждена в 1650 году привилеем короля Яна Казимира. Пожалование права на самоуправление было вызвано поступившей информацией о том, что мещане Малича претерпевают разные невзгоды от разных судов, отчего приходят в упадок доходы короля и Речи Посполитой. Наделив местечко магдебургским правом, король освободил его горожан от всякой другой юрисдикции. В королевской грамоте дозволялось варить пиво, водку и мед, держать шинки, по примеру близлежащего города Пружаны. В привилее подчеркивалось, что все городские, судебные и иные дела, которые будут рассматриваться в Маличе, согласно магдебургскому праву, должны быть опечатаны зеленым воском, с изображением на печати святого Петра с ключами. Святой апостол Петр, до призвания своего носивший имя Симон, старший брат апостола Андрея Первозванного, был рыбаком, он был женат и имел детей. По выражению святого Иоанна Златоуста, это был человек пламенный, некнижный, простой, бедный и богобоязненный. Когда Андрей привел его к Господу, при первом же взгляде на простого рыбака, Господь преднарек ему имя Кифа, по-гречески Петр, то есть камень. Когда Господь избрал Петра в число апостолов, он посетил его убогий дом и исцелил тещу от горячки. В числе 3 своих учеников Господь удостоил Петра быть свидетелем своей божественной славы на Фаворе. Иисус вручил ключи апостолу Петру, один от небесного царствия, вторая, другой от ада. Апостол Петр был выдающимся проповедником. Петух позади фигуры святого Петра является атрибутом апостола и хорошо известно в христианском искусстве. Когда Иисус на Тайной вечере предрек, что Петр отречется от него трижды, прежде чем пропоет петух, апостол не поверил этому. Тем не менее, все произошло по словам Христа. Апостол Петр почитается в православной и католической церквях. Установлен праздник святых Петра и Павла, как 2 наиболее почитаемых апостолов, называемых первоверховными святыми апостолами за особо ревностное служение Господу и распространение веры Христовой. У православных праздник отмечается 12 июля, 29 июня по старому стилю, у католиков 29 июня. В большинстве христианских церквей, согласно церковному преданию, считается, что апостол Петр был основанием Римской церкви. Католическая церковь почитает его как первого папу. Таким образом, можно с определенной долей уверенности говорить о мотивации избрания конкретного гербового сюжета для герба Малича. Личность святого апостола Петра была связана с конкретным ежегодным событием в жизни горожан. Что касается символизма герба, то прообразом современного герба является герб образца 1645 года. В 1645 году городу вместе с гербом было даровано магдебургское право. Символ святого Петра парой ключей напоминает христианам об ожидающем его конце жизни и спасении души. Ключи олицетворяют высшее знание о смысле и целях жизни, переданное Иисусом апостолам и их ученикам.
Всем спасибо за внимание, и если вам понравилось данное видео, то не поленитесь поддержать его лайком и подпиской на канал. До скорых встреч!